Как понять, что экономика скоро рухнет? Наверняка вы все видели массу громких заголовков о том, что все скоро рухнет, всему придет конец и вообще все закончится буквально завтра. Дело в том, что экономика — это достаточно сложный механизм, где практически никакой процесс не происходит в одночасье. Всегда можно рассмотреть те или иные предпосылки и всегда можно увидеть какие-то знаки, которые предшествуют любому из кризисов. Меня зовут Кирилл, я независимый трейдер и финансовый аналитик, и сегодня мы поговорим про те детали, которые действительно вам помогут распознать надвигающийся кризис. Все мы видели много кризисов, даже за последнее время. Всегда кризис — это следствие дисбаланса. Вместе с тем, кризисы — это очень редкое явление. Каждый по отдельности достаточно тяжело предсказать. Мы сейчас остановимся на тех кризисах, которые были заметны, которые отразились в истории, а дальше поговорим о том, а на что можно посмотреть, чтобы сказать, что действительно что-то идет не так. Самый яркий пример, он хрестоматийный, ему уже много сотен лет. Это пример тюльпановой лихорадки. Сначала, безусловно, тюльпаны имели объективную стоимость. Последующие перепродажи и спекуляции раздули эту стоимость до небес. Это как раз и есть дисбаланс, который не отражал реальное положение вещей в экономике. То есть стоимость одной луковицы достигала каких-то космических денег. Долго это продолжаться не могло. Это могло продолжаться только до тех пор, пока в систему, в биржевую, существовал постоянный приток денег. Как только этот приток просто сократился, он даже не иссяк, сразу же последовало катастрофическое разрушение стоимости, которое повлияло на всю индустрию. Это создало кризисную ситуацию в экономике. Причем в той сфере, которая была действительно одной из самых развитых, передовых и приносящих достаточно большое количество добавленной стоимости. Какой самый главный вывод мы можем сделать из ситуации с тюльпанами? Их стоимость на бирже многократно не соответствовала реальной стоимости, которую могла бы принести операционная деятельность с этими луковицами. То есть посадить, вырастить, продать и, в общем-то, все остальное. Все то же самое можно сказать про кризис доткома в 2001 году, а также ипотечный кризис 2007-2008 года в США. Сначала идет безудержный рост. Затем к этому росту появляются вполне обоснованные вопросы. Обоснованные вопросы вызывают недоверие, и это недоверие реализуется в моментальном схлопывании стоимости, а также в распространении эффекта недоверия по всей экономике. Поэтому первый признак кризиса — это кризис доверия. Это ситуация, когда ожидания катастрофически перестают совпадать с реальностью. Сегодня важно понимать, и это, в общем-то, было результатом исследований, за которое была получена Нобелевская премия. Весь мир регулируется и принимает решения на основе ожиданий. У нас нет информации, какая будет инфляция завтра. У нас нет информации, какие будут процентные ставки или как там среагирует занятость в определенной экономике, даже если мы во всем этом разбираемся. Но при этом мы ожидаем некоторых цифр. И вот на этой теории ожиданий и строится решение людей, которые принимают решения от инвестиционных до абсолютно бытовых, которые заключаются в покупке товаров длительного пользования, в покупке машин, в покупке квартир, в конце концов. Так вот, любой кризис — это кризис ожиданий в первую очередь. Кризис ожиданий всегда начинается и всегда наиболее заметен и верифицируем там, где есть доступ к объективным источникам. Приведу пример. На межбанковском рынке, где банки дают друг другу кредиты, внезапно начинается урезание лимитов, и внезапно начинается рост процентных ставок. При этом банки — это профессиональные участники рынка. Они участвуют в анализе, в принятии решений каждый день. Это непрерывный процесс. То есть, когда мы говорим, что мы кому-то не доверяем дать кому-то из знакомых в долг, это событие, которое происходит, я не знаю, раз в год. Банки должны с профессиональной точки зрения постоянно анализировать огромные потоки информации. И как только они понимают, что есть изменение ожиданий, изменение рискового фона, лимиты на межбанке начинают сокращаться, а ставки по тем деньгам, очевидно, что если денег становится в системе меньше, ставки растут. Один из объективных индикаторов кризисных явлений — это рост процентных ставок на межбанковском рынке и сокращение ликвидности. При этом нужно понимать, что только на основе указанной информации нельзя делать прогнозы. Опять-таки приведем пример. Допустим, ФРС США поднимает процентную ставку. Это значит, что ставки на межбанковском рынке тоже поднимутся. И это не будет характеризовать какое-то изменение ожиданий. Это просто следование тренду. Второй признак того, что надвигается кризис. Меняется поведение инвесторов. Приведу пример. Казалось бы, в экономике прекрасная ситуация, компании отчитываются лучше ожиданий, макропоказатели в норме, никаких внешних потрясений не ожидается, а рынок не растет или чуть-чуть падает. Это значит, что изменилось поведение инвесторов. Никто уже не хочет покупать вот на этих уровнях.
Никто не верит, что оно сейчас пойдет дальше. Более глубокая аналитика по тому же моменту. Вот куда можно посмотреть. Есть открытые источники, есть открытые публикации. Это делают все крупные инвестдома, все крупные банки. Допустим, ритейловые инвесторы, розничные, которые не квалифицированы, которые не понимают, в общем-то, глобально, что происходит на рынке, продолжают точно покупать акции. Это ситуация конца осени 2025 года. При этом крупные банки, крупные хедж-фонды и инвестдома устойчиво те же самые акции продают. Это значит, что ситуация с ожиданиями поменялась. Она не поменялась в отношении основного драйвера, потому что акции до сих пор идут вверх. Но она уже изменилась с точки зрения оценки ситуации профессионалами. Как можно агрегировать все эти ожидания, помимо того, что рынок растет или падает? Важно смотреть на индекс страха. Это некий агрегатор того, чего опасаются инвесторы. Про ВИКС у нас будет отдельный ролик с интересным разбором и с интересной аналитикой. Поэтому, если вы хотите узнать про это больше, подписывайтесь, ставьте лайк. Что нужно знать про ВИКС? Если он быстро растет и не откатывает назад, это значит, что участники рынка четко оценивают ситуацию как кризисную. И дальнейших инвестиций нужно как минимум опасаться. Третий признак – это резкие движения на нейтральных новостях. Так часто бывает, что публикуется статистика, допустим, мы говорим про макростатистику, уровень безработицы или ожидаемый уровень ставки. Все, как правило, знают, в каких пропорциях и в каких процентах изменится тот или иной показатель. И очень хороший сигнал, если показатель выходит в рамках ожиданий, а рынок резко откатывает. Это значит, что ему не хватает топлива для оптимизма. Четвертый признак – это уход капитала в safe harbors, так называемую безопасную гавань. Допустим, кто-то инвестировал на фондовом рынке, вкладывался в акции или в индексы, и теперь он уже не верит в дальнейший рост. Но он хочет получить минимальную доходность. Минимальную относительно того, что он получал на фондовом рынке. Как мы говорили, фондовый рынок может принести до 20%, безусловно, с просадками. Инвестор, как только он чувствует, что что-то идет не так, как только у него меняется ожидание, инвестор переходит из рынка акций или рынка крипты, там, где доходности большие, но возможны большие просадки. Как только он чувствует, что что-то идет не так, как только по его ощущениям, если он ритейл-инвестор, либо по расчетам, если он квалифицированный инвестор, что-то может измениться, ситуация может поменяться. И в этом случае он переводит свой капитал в те активы, которые он считает традиционно защищенными. Что это такое? Применительно к рынку США это облигации казначейства США. Как только падает фондовый рынок, рынок крипты, при этом демонстрируется повышенный спрос, и значит повышается цена на облигации, это значит, что инвесторы хотят снижения рисков, это значит, что они от этих рисков уходят. И это четкое подтверждение того, что изменились и ожидания, и поведение инвесторов. Пятый предвестник кризиса – это, безусловно, новостной фон. Вопрос в том, что и как анализировать, каких спикеров. Приведу пример. У нас есть президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Всегда его риторика меняется на 180 градусов. Сегодня мы договариваемся с Китаем, завтра разрываем договоренности. Сегодня вводим пошлины, завтра все отменяется, я лечу в Китай, какой замечательный президент Китая. Соответственно, для чего это все делается? Это формирование переговорной позиции. Все понимают, что договориться гораздо выгоднее, чем проводить торговую войну. И для США, и для Китая. Скорее всего, по итогу так и будет. Это тот спикер, который, безусловно, будет катать нас на эмоциональных качелях. Есть обратный пример с точки зрения эмоциональности. Это глава ФРС. Его слова – это слова человека, который в целом отвечает за стабильность финансовой системы крупнейшей экономики мира. И вот здесь рынок реагирует с не меньшим энтузиазмом. Другой вопрос, что в его словах обоснованности и аналитики гораздо больше, чем сиюминутного интереса. Основной вывод – не исследуйте хайповым заголовкам. Нужно понимать, кто и почему что говорит, какой вектор они задают и почему они действуют именно так, а не иначе. Вот и все. Кризисы не возникают внезапно. Никогда не бывает, что оп, и кризис наступил. Всегда им предшествуют маленькие изменения в поведении участников. Мы их сейчас кратко перечислили. Это изменение ставок, это кризис доверия на межбанки, это изменение поведения инвесторов на рынке, это ВИКС и это, безусловно, нарративы. Если это все спокойно воспринимать в комплексе, можно четко понять, все нормально или стоит подстелить соломки. С вами был Кучинский Кирилл. Подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующем выпуске.